Близнецов можно по праву назвать одним из чудес, происходящих во время зачатия. Почему рождаются близнецы и отличаются ли они от обычных людей? Здравствуйте, мои хорошие! В древности, если рождались сразу два или более детей, абсолютно одинаковые внешне, это считали происками нечистой силы или божественного провидения. И опасались таких людей, считая их особыми. А недаром одно из зодиакальных созвездий названо близнецами, где в головах каждого из близнецов сияют две яркие звезды. В Индии близнецов просили уберечь поселение от непогоды. А чтобы защита была особенно надежной, ягодицы близнецов красили в разные цвета. Жители Колумбии думали, что близнецы приносят удачу. А американские индейцы верили, что один близнец всегда добрый, а другой злой. А в Древнем Египте разнополых близнецов вообще заставляли заключать брак, чтобы сохранить чистоту породы. Сегодня, век высоких технологий, мы с вами прекрасно знаем, откуда берутся такие детки. Хотя рождение однояйцевых близнецов все равно до конца не выяснено и остается для медицины одной из загадок. В медицине описано максимальное возникшее на сегодня одновременное рождение – 8 детей. Сразу у женщины после экстракорпорального оплодотворения. В естественных условиях обычно рождаются двойняшки, реже тройняшки. Сегодня, в связи с внедрением методов вспомогательных репродуктивных технологий, двойняшек стало рождаться больше, равно как и тройняшек. При многоплодной беременности могут появиться однояйцевые или двуяйцевые малыши, или, как их называют по-научному, многозиготные и дизиготные близнецы. Дизиготные, двуяйцовые, развиваются из двух оплодотворенных яйцеклеток. При этом в ряде случаев одновременное созревание двух или более яйцеклеток происходит в одном или в обоих яичниках. Возможен третий способ происхождения двух яйцевых близнецов – оплодотворение двух и более яйцеклеток, созревших в одном фолликуле. Интересно, что иногда разница между временем зачатия дизиготных близнецов может составлять от нескольких часов до нескольких дней. Двуяйцевые близнецы генетически сходные не более чем обычные братья и сестры. Они примерно с одинаковой частотой бывают одного пола и разных полов. Монозиготные, однояйцевые близнецы получаются при оплодотворении единственной яйцеклетки одним сперматозоидом. Затем образовавшиеся зиготы начинают делиться как обычно, но с интересной особенностью. В результате деления впоследствии образуются самостоятельные эмбрионы. Причины развития этого процесса наукой до сих пор точно не установлены из-за сложности биохимических механизмов, регулирующих деление клетки. Однояйцевых близнецов можно смело назвать копиями одного и того же человека. Они имеют один пол. Однояйцевые близнецы имеют одинаковый внешний вид, одинаковые волосы, их форму, текстуру, характер оволосения и цвет, одинаковый цвет глаз и кожи, форму бровей, носа, губ, одинаковый рисунок радужной оболочки, форму уха, морфологию зубов, схожий вес и рост и даже похожие энцефалограммы. У 97% совпадают умственные качества, у 92% отпечатки пальцев. А собаки не могут различить запах близнецов. У них даже наблюдается удивительно одинаковое течение болезней, которые появляются к тому же в одни и те же сроки. Хотя, безусловно, незначительные различия между ними все-таки есть, ведь в изначально одинаковой ДНК каждого эмбриона могут происходить разные мутации. А вторая причина различий – не генетические влияния, например, особенности области женской матки или воздействие прочих факторов. Монозиготные близнецы встречаются в 5 раз реже дизиготных. Среди монозиготных близнецов преобладают мальчики. По статистике, чаще всего двойни рождаются у негроидной расы. Наследственность тоже имеет огромное значение. Если в вашем роду были случаи рождения близнецов, то вполне вероятно, что они могут появиться и у вас. По большей части это передается по материнской линии. Также велик шанс получить двойное чудо у женщин, возраст которых приближается к 40, так как в этот период гормоны повышаются и возможно созревание нескольких яйцеклеток. Мамы, у которых уже есть дети, тоже способны зачать двойню, ведь с каждой последующей беременностью вероятность только увеличивается. По разным оценкам, сегодня в мире насчитывается от 70 до 80 миллионов пар близнецов. В Японии каждый 286, а в США каждый 44 имеет близнеца.
Статистика, собранная демографами за минувшие десятилетия, недвусмысленна. На нашей планете рождается все больше и больше двойняшек, тройняшек и еще более увесистых подарков аиста. Так, за последние 20 лет рождаемость близнецов увеличилась почти в 2,5 раза. И сегодня по Земле ходит уже свыше 75 миллионов близнецов. Рождение двойни приходится примерно на каждые 85-е роды. Тройни появляются на свет намного реже, один случай на 7 тысяч родов, а четверо близнецов через 700 тысяч родов. А рождение пятерых близнецов – явление исключительно редкое. Ученые считают, что синдром близнецов гораздо более распространен, чем это кажется. Просто в большинстве случаев вторая оплодотворенная яйцеклетка в матке растворяется и не получает дальнейшего развития. Еще 15-20 лет назад о двойне узнавали только при родах или не раньше 20-й недели беременности. Сегодня ультразвуковое исследование уже на 5-й неделе беременности может сообщить будущей маме, скольких малышей ей ожидать. При этом врач на экране определяет 2 пузырька зарождающейся жизни. Для диагностики многоплодной беременности применяют также фонокардиографию, при помощи которой можно зарегистрировать сердечные тоны близнецов не только в последние месяцы беременности, но также на сроках 20-22 недели и ранее. А как только врач женской консультации определит, что будущая мама ждет двойню, а то и тройню, он зачисляет ее в категорию беременных с повышенной степенью риска. Это связано с тем, что у женщин с многоплодной беременностью в 2 и более раз повышен риск развития серьезных нарушений в состоянии здоровья по сравнению с женщинами, которые носят только одного ребенка. Будущая мама должна быть готова к тому, что во время беременности ей придется посещать своего гинеколога чаще, чем если бы она носила одного малыша. Скорее всего, ранний токсикоз будет мучителен и более длителен. Животик мамы растет очень быстро. Она наверняка наберет больший вес, чем при обычной беременности. Потребность в витаминах и минеральных веществах будет выше. Возрастает риск анемии, кариеса, чаще беспокоят боли в костях. Обычно двойня появляется на свет несколько раньше положенного срока. Мало того, при двойне очень высок риск выкидыша на протяжении всей беременности. Тем не менее, подавляющее большинство многоплодных беременностей протекает благополучно вплоть до 37-38 недели, когда начинаются роды. Как правило, врачи на этом сроке рекомендуют госпитализацию в родильный дом, целью которой является обследование беременной и определение срока и метода родоразрешения. Очень часто двойни рождаются оперативным путем. Матери делают кесарево сечение. Всегда ли близнецы рождаются одновременно? Между их появлением на свет проходит от нескольких минут до нескольких часов. Однако в книге рекордов Гиннесса есть информация о некой Пегги Лан из Хантингтона, штат Пенсильвания, США, которая родила девочку Анну 11 ноября 1995 года, а второго из близнецов, Эрика, только через 84 дня, 2 февраля 1996 года. Вообще двойняшки, особенно разнояйцевые, бывают достаточно сильны, и их не нужно помещать в термостат. Иначе обстоит дело в случае рождения 3 или 4 близнецов. Они родятся обычно слишком рано и по меньшей мере несколько недель должны провести в термостате. Но, несмотря на все трудности, двойня всегда подарок. Трудные беременности и роды, трудности первого года жизни окупаются в дальнейшем, когда в доме подрастают дружные и здоровые дети-двойняшки. А в заключение интересный факт. Самой высокой рождаемостью близнецов в мире известен китайский город Моцзян. Он находится в провинции Юньнань на юге страны и является центром проведения международного фестиваля близнецов. Этот конкурс близнецов в Китае подобен национальному празднику. На сегодня все. Не болейте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Здоровья вам!